Сегодня 21 сентября 2025 года и всем привет из Одессы. Как вы видите, в Одессе погода хорошая и сезон продолжается. Вон море, и к морю идет, посмотрите, какое количество людей. Всем привет из Одессы. Сейчас нахожусь возле ботанического сада, но сегодня это не пункт нашего назначения. Мы идем с вами в очень интересное место, в котором еще точно не были. Ну что, сейчас с вами для начала спускаемся на трассу здоровья. Сегодня выходной день, поэтому людей гуляет здесь много. Кто-то приходит на пляж, кто-то позаниматься, видите, спортом, покататься на велосипеде. Трасса здоровья длинная достаточно, она составляет около 15 километров. И начинается от Лонжерона, заканчивается возле 16-й, возле Золотого берега, 16-й станции Большого фонтана. Когда заканчивается сезон пляжного отдыха, начинается сезон прогулок по трассе здоровья. Одесситы очень любят это место, и в выходные дни здесь действительно много людей. Вот была только что на Французском бульваре, и там просто чувствуется загазовано. Сюда спускаешься, и действительно свежий воздух, потому что с одной стороны море, а с другой стороны очень много зелени. Получается, ты идешь у моря, по парку у моря. Вот так. Кто не был на трассе здоровья, вот это короткое объяснение, что это такое. Смотрите, какое сегодня красивое море. Ну и самое главное, обратите внимание, сколько сегодня на пляжах людей. Я честно думала, что в эти выходные уже людей точно будет поменьше. Но нет. Уже море, как будто ты где-то на каких-то островах. Все говорят о том, что в Украину идет похолодание, что будут по ночам заморозки, но это, наверное, пока не касается Одессы. Позже я смотрю на этот вид, просто замирает сердце. Сегодня потрясающе красиво у моря, а теперь я понимаю, почему так много людей сегодня сюда пришло. Посмотрите, что делается. Просто весь город вышел. На трассе здоровья сегодня гуляют просто сотни людей. Я сюда везде едут машинки, катают людей по трассе здоровья от Аркадии до Лонжерона. По-моему, сейчас стоит 150 гривен поездка. В принципе, вот, собственно, пришло место, которое хотела вам показать. И это Одесский скалодром. И встречает нас заведение на мосте. Правда, интересно, что здесь в меню шашлык, плов с бараниной, лаваш, зразы с мясом. И мы с вами заходим, как я уже сказала, в Одесский скалодром. Скажу вам честно, я здесь еще не была. Ага, вход только для пользователей скалодрома и жителей кемпинга. Здесь целая огромная территория с палатками, с кемпами. Здесь, я читала, можно снять даже номера для жизни, домики. Здесь целый свой маленький городок возле трассы здоровья. Видите, территория закрыта, я туда не попаду. Но здесь вот посмотрите, для любителей альпинизма и тех, кто любит куда-то полазить, есть вот такие вот штуки с разными трассами сложности. И можно здесь поразвлекаться. Боже, оно очень высокое, и я уверена, что нужно иметь очень сильную силу в руках, чтобы подняться туда. Я даже не представляю, какую нужно иметь силу в руках, особенно с моим маникюром. Вряд ли бы я туда, конечно, залезла, но вижу, люди лезут. Сейчас вам покажу. Девочки, кстати, тоже. Класс. Я уверена, это очень сложно. Скалодром я хотела вам показать уже достаточно давно. Подсказку мне, кстати, отдал наш подписчик Игорь из Молдовы. Игорь, передаем тебе огромный привет и большое спасибо. Посмотрела в интернете цены на скалолазный стенд. Один подъем 100 гривен, самостоятельное посещение 250 гривен и персональная тренировка 1 час 600 гривен. Теперь интересно, как спускаться будут. О, вот так опускают на веревке. О, класс, я думала, придется обратно как-то слазить. О, так прикольно. Класс.
Думала, я зайду на территорию, поснимаю кемпы, какие там номера есть, но здесь как-то все закрыто и написано, что вход только для тех, кто здесь живет. Ну, мы здесь не живем, поэтому снять у нас не получится. А вот видите, там на территории палатки целый маленький городок. Ну, не будем просить туда заходить, не будем мешать людям, потому что я понимаю, что на отдыхе не все хотят, чтобы их снимали. Здесь совершенно другая Одесса. У меня периодически впечатление, что мы куда-то выехали из города. Вон девочки аж куда пошли. Как они не боятся, что их что-то там покусает, я не знаю. Трава очень высокая, посмотрите. Вы даже не представляете, куда мы сегодня с вами идем. Сегодня не просто так занесло в эту местность. Мы с вами идем на один из самых необычных одесских пляжей. Это, конечно же, нудистский. И да-да-да, вы не ослышались, в Одессе есть свой нудистский пляж. Сейчас я вам его покажу, спустимся, посмотрим, что там есть. Когда-то он пользовался большей популярностью. Я не знаю, сейчас много здесь отдыхает людей или нет, потому что там много туристов приходят. И людям, которые хотят отдохнуть голышом, мешают это сделать. Поэтому многие нудисты сейчас ездят за город. Господи! Я не думала, что сегодня здесь сколько будет нудистов. Я даже не представляю, как вам это показать, потому что действительно очень и очень много людей ходит на этот пляж. Для меня это неожиданно, потому что я думала, что многие сейчас едут за город, а оказывается нет. Там столько людей, и все они не дают нам покоя. Приехала показывать вам пляжи, и посмотрите, воздушная тревога. Прямо здесь, в месте Одесса, оголошена повітряну тревогу. Ой, ужас, такое было хорошее настроение, такой интересный пляж, и вот обязательно что должно испортить. Сейчас посмотрю, что летит, потому что сейчас действительно небезопасно. В траве все шелестит. Хочу вам сказать, что здесь прям как-то страшно. Тревога, к счастью, это не на Одессу, это разведдрон где-то на затоку, поэтому я пока чувствую себя комфортно. Я думала, многие нудисты сейчас едут куда-то подальше, потому что, я не знаю, я бы стеснялась здесь голой загорать, потому что каждый подходит и может сфотографировать. Но я думаю, это люди, у которых нет комплексов, они не переживают, как они выглядят и кто их увидит, поэтому нудистский пляж в Одессе живет. Знаете, с одной стороны прикольно, потому что не везде такое есть, а в Одессе, видите, можно найти все. Сказал мужчина блогерам привет, а я не успела его заснять. Я вижу, пользуется катание на этой машинке популярностью. Посмотрите, ну, конечно, лучше здесь покататься, чем пройтись. Думаю, пойдем с вами спустимся к морю, водичку мы же должны потрогать в такое какое-то более дикое место. Я вижу, там есть пляж, кстати, не знаю, как он называется, но это уже не нудистский. По таким пляжам одесским мы еще с вами не ходили. Ну, я думаю, здесь безопасно, поэтому прогуляемся. Скала, в ней трещина, не знаю, чем ее размыло, возможно, водой, возможно, просто какой-то оползень был. Я в этом не разбираюсь. Скажу вам честно, здесь я еще не была, но вижу, что есть люди, даже с палатками люди отдыхают. Класс. Мне определенно нравится сегодняшнее путешествие. Видео должно было быть другим, но раз мы сюда попали, покажу вам Одессу, наверное, даже не для туристов. Куда я попала? Я не знаю это место, скажу вам честно, я сюда, наверное, никогда не приходила. Но очень интересно, и здесь совершенно другая Одесса, и не такие пляжи, которые мы с вами привыкли видеть. Это не Аркадия и не Фонтан, здесь просто все дикое. И какие-то булыжники, камни, и это все придает какую-то прикольную атмосферу. Вижу, вон палаточка за кустами, тоже люди отдыхают.
Это что, шиповник здесь вырос? Это шиповник на пляже, в булыжниках. Шиповник. Вы такое когда-то видели? Честно, я нет. Обалдеть. Посмотрите. Вот это точно экзотика. Что это такое? Непонятно. О, люди прям вот здесь у моря жарят, наверное, шашлыки. Классно. Здесь все друг друга знают. Очень прикольно. Вот сюда я, конечно, не собиралась лазить по таким местам. Но правда интересно. Вон дальше люди ловят рыбку. Я вижу, все там где-то перелазят, что-то делают. Мы с вами, наверное, туда же и пойдем. Такое место уединения. Мы привыкли к тому, что приходишь в какие-то популярные пляжи, и все тебе прыгают, бегают по голове, шумно, все покрывало в покрывало. Здесь место, в котором, по-моему, все друг друга знают, везде тихо, спокойно, чисто, никто никому не мешает. И честно вам скажу, очень приятно. Я не думала, что я сегодня попаду. Сегодня вообще была другая тема видео, но раз уже я сюда приехала, то, поверьте, здесь интересно. И прям не хочется отсюда уезжать. А вот видите, с такого вроде бы как дикого пляжа мы плавно перемещаемся в цивилизацию. Вижу, здесь многие люди проходят. Вот. У меня такое впечатление, знаете, что я сегодня приехала куда-то за город, но точно нахожусь не в Одессе. Ох-хо-хо, посмотрите, здесь, наверное, собирают мидии на камнях, потому что такая кучка ракушечки, что видно, что с аппетитом ее здесь едят. Так. Интересно здесь везде походить, полазить. Вот отсюда выходят люди. Здесь уже пляж платный. Я думаю, мы так и сделаем. Отсюда и выйдем. Все еще работает. Возможно, шезлонги уже дешевле, чем были в начале сезона. Хочу хоть как-то подойти к воде, потому что у меня не получается это сделать. Сегодня я хожу по неизведанным пляжам. Остатки водорослей, которые были недавно по всему пляжу, говорили, что по всем пляжам Одессы разбросала медуз, но сегодня, поскольку я мало хожу у моря, я их просто не нашла. Посмотрите, какая травка сухая. И здесь у нас есть пляжи песчаные полностью, а есть, на которых есть вот такая вот галька. Но здесь она только у моря, с краю. Видите? В заведениях уже готовится ужин, обед, потому что посмотрите, какой дымок там идет в ресторане Санторини. Сейчас люди все отдохнут и будут голодными. Здесь видно, что было много водорослей. Медуз, кстати, не вижу, но водорослей здесь было много. Поднимемся с вами наверх. К сожалению, буквально через месяц все это начнут убирать. Потому что как ни крути, но все равно все когда-нибудь заканчивается, и лето тоже. Очень во многих заведениях, во многих местах сейчас сделали такие зеркала, чтобы каждый мог сделать себе фотографию на фоне моря. Вот как одесситы проводят дни, пока еще тепло и пока нету обстрелов. Мне кажется, сразу даже у всех улучшается настроение, и как бы мы были все счастливы, если бы мы знали, что у нас больше нет войны, и что мы живем все мирной прежней жизнью. Желаю всем хорошего дня, хорошего настроения, берегите себя и своих близких, и до встречи в следующем видео. Пока-пока!